Добро пожаловать на канал InguarPlay. Это серьезные игры. Сегодня предлагаю вам посмотреть обзор на деку для ранговых игр на базе 79-й гвардейской танковой дивизии СССР. Начинаем мы со вкладки снабжения. Первая карточка — это командирский БРДМ. Берем его ради стоимости 85 очков и скорости 108 км в час. Далее идут две карточки Уравов. Поскольку дека для ранговых игр, мы не берем со старта склад снабжения. Он стоит 235 очков. Вмещает, насколько я помню, 15 тысяч единиц. Почему-то здесь карточки об этом не пишут. Вместо этого мы берем две карточки Уравов общей грузоподъемностью 10 тысяч единиц. Этого нам хватит на весь бой. Мотолыгу мы не берем, поскольку у нее грузоподъемность всего лишь 500. Командирский Ми-2 мы не берем, поскольку под него уже нет очков активации. Мотолыгу не берем по причине того, что у нее скорость всего лишь 79, то есть будет отставать, и провалимся мы по количеству очков со старта. Потом придется это все наверстывать. У противника будет преимущество из-за этого. А БМП-1П мы не берем, поскольку не предполагается, что этот юнит будет с кем-то воевать, то есть ему не нужны пушки. Скорость у него всего лишь 79, стоит он дороже, по этой причине его не берем и переходим ко вкладке «Пехотная». Пехотная вкладка начинается с карточки пулеметчиков на БТРах. Нужны они нам для того, чтобы как можно быстрее со скоростью 108 км в час занять нужный рубеж и встречать пехотные подразделения врага с помощью трех пулеметов. Достаточно уверенно поражает вражескую пехотную силу. Чтобы бороться с вражеской бронетехникой, вместе с ними обычно выезжают еще и мотострелки, вооруженные метисом, бронепробитием 17, точностью 57, с ветеранской лычкой, да, также на БТРе со скоростью 108 км в час вместе с пулеметчиками. Таким образом они двигаются с одинаковой скоростью и после этапа развертывания устремляются на необходимые рубежи, чтобы вступить в бой с противником как можно быстрее. Следующие три карточки — это мотострелки на БМП-2. БМП-2, соответственно, у нее скорость всего 79 км в час. Они будут отставать от мотострелков на БТРах. Поэтому берем их уже на второй-третьей минуте, если это необходимо. Нужны они в целом для того, чтобы двигать фронт. То есть приехали на позицию, разгрузились и пошли в атаку на врага, вызывая огонь на себя, таким образом вскрывая вражеские позиции, где находятся вражеские какие-то средства усиления, будь то там танки, БТРы, ПТУРы. Ну, ПТУРы по пехоте, понятно, не стреляют, но пехота может их заметить после того, как они произведут запуск. Вот. Ну и сзади, соответственно, двигаются БМП-2, а также наши танки и все, что вскрылось, стреляя по мотострелкам, они уничтожают. Берем три карточки, поскольку гибнуть они будут много, плюс к этому нам нужна некая критическая масса, так как БМП-2 вооружены конкурсом с точностью 50%, попадают они очень редко им, к сожалению, и чтобы повысить шансы на попадание, таких машин нам нужно, ну, как можно больше. То есть таким образом, когда некий рой ракет устремляется к вражескому танку, там нет-нет, один-два да из 5-7, например, да попадет. Следующая карточка — это сапера РПО со шмелем, так называемым гранатометом термобарического действия. 6 штук, они нам доступны, берем их также на БТРе. Нужны они нам для борьбы с вражескими какими-то специальными подразделениями, с десантниками. За счет этой черты ударные на близкой дистанции они уверенно достаточно им противостоят. Ну и плюс к этому сам гранатомет вот этот с четырьмя боеприпасами эффективно уничтожает вражеские пехотные войска. Важно, чтобы сзади ваших атакующих порядков двигался Урал снабжения, хотя бы один, чтобы когда саперы отстрелялись, четыре ракеты, они могли отбежать назад, пополниться, снарядиться через это Урал и продолжить атаку на вражеские позиции. Без этого гранатомета они, ну, менее эффективны. Берем именно их, а не саперов со взрыв-пакетом, потому что взрыв-пакеты, они, к сожалению, кидают себе под нос на 150 метров всего лишь, и в целом менее эффективны, чем вот эти саперы. Плюс к этому мы вкладку, точнее карточку саперов возьмем потом, вы увидите в разведывательной вкладке. Последняя карточка — это мотострелки из расчета конкурса с точностью 50, со скрытностью хорошая. Берем их ради того, чтобы из каких-то домов, разместив их точнее в каких-то домах, в каких-то лесополосах, они могли вести огонь по вражеской бронетехнике. Если каким-то чудом произойдет попадание в танк, он будет ошеломлен, и в целом после этого атака будет, скорее всего, вражеская сорвана. Берем их на лазиках ради того, чтобы сэкономить 20 очков, и они нам обошлись
60 очков, 65 точнее, а не 85. Комендатуру мы тут не берем, потому что под нее нету слотов. Средства поддержки в виде там пулемета на треноге, либо АГС мы не берем, потому что в целом нужно играть агрессивно. Если вы уткнетесь в глухую оборону, скорее всего, все-таки победят, там задымят какой-то фланг, туда зайдет вражеская командирская машина, и по очкам вы просто проиграете. Вот. А так как эти средства в атаке вам никак не помогут, мы их не берем. Мотострелки на БМП мы уже взяли 2 карточки по 90 очков. Мотострелки на БТРах мы не берем, хотя у них хороший гранатомет за 20 очков, под них просто нету пехотного слота. Машинку АГС мы тоже не берем, хотя она могла бы нам за эту цену в 45 очков пригодиться для поддержки наших подразделений во время атаки, но слота под нее опять же нету. Фагот мы не берем, потому что уже взяли конкурс, у которого характеристики лучше, чем у Фагота. Ну, про саперов уже говорили. Следующая вкладка это артиллерийская. На ней мы видим 2 карточки минометов 120-миллиметровых. Нужны они нам для того, чтобы поставить дымовую завесу перед атакой на вражеские позиции. И также мы видим карточку ТОС-1 Буратино. Замечательный агрегат, несмотря на свою цену в 380 очков, несмотря на долгую перезарядку в 360 секунд и стоимость снабжения в 1800 единиц. То есть фактически нужно 2 Урала, чтобы его перезарядить, а у нас их всего 10. Берем его для того, чтобы уничтожать какие-то вражеские укрепленные районы, на которых сосредоточено большое количество вражеских войск. Там огородились они птурами, танки стоят, и без больших потерь эту позицию не взять. Вот чтобы это все разуплотнить, мы берем Буратино. Также, когда мы предполагаем, что где-то стоит вражеская командирская машина, но точно его местоположение не знаем, нам поможет Буратино, чтобы уничтожить вражескую командирскую машину и таким образом получить плюс в очко победы. Что-либо еще мы на этой вкладке не берем, поскольку снабжение у нас ограничено, и брать град, либо акации, гвоздики, Д-30 резона нету. Мы перед этим взяли 2 карточки минометов для того, чтобы дымить позиции, либо вести какой-то беспокоящий огонь по врагу. Следующая вкладка танковая. Начинается она с 2 карточек Т-80БВ модернизированного, так называемое изделие 29. Отличается он от обычного Т-80БВ своим птуром аргона. У аргона тандемная боевая часть, которая позволяет им наносить на 1 очко повреждений больше танкам, у которых есть динамическая защита. Ну и кроме того, это аргон, она более точная, то есть попадает гораздо чаще, чем птур даже конкурс в пехотном исполнении. Не говоря уж про птур, который Кобра на Т-80БВ стоит с точностью всего лишь 47%. Его, по сути, можно подключать, он попадает исключительно редко по праздникам. Почему разработчики до сих пор не подняли ему точность хотя бы до 50%, остается загадкой. Цена 250 очков, конечно, завышена, но альтернативы нету, поэтому переходим к следующей карточке. Т-80Б за 190 очков, тоже вычкованный по ветеранской вышке. И берем мы его ради того, чтобы у нас были какие-то дешевые танки за 190 очков. Плюс к этому у него также пробитие 19. Танк от 2-го эшелона играет. То есть задымили какую-то позицию в дымах, выдвинулись в атаку, и вот с короткой дистанции за счет своей скорострельности в 10, бронепробития 19, есть шанс, что он переиграет вражеский танк. Плюс к этому, если, как мы видим, еще 2 карточки командирских танков, у нас в сумме 4 машины, то вот все вот эти танки с ветеранской вышкой, они в зоне действия этого танка, они получают плюс 1 вышку, таким образом становятся элитными. То есть элитная вышка им дает еще плюс 10% скорострельности, плюс 10% к шансу попасть, и, что немаловажно, у них появляется сопротивляемость 50% к ошеломлению. Позволяет им, соответственно, после попадания вражеского снаряда не упасть в ошеломление и таким образом продолжить бой, и за счет своей более высокой скорострельности, возможно, даже уничтожить вражеский танк. И последняя карточка на этой вкладке — это огнеметный Т-55. В мотострелковых дивизиях СССР такого танка нету. Он есть только в танковых частях. За счет своего маленького бронирования всего лишь 7. Он не подходит для лобовых штурмов. То есть обязательно впереди должна идти пехота, чтобы завязать бой. И там уже с расстояния в километр
подъезжает этот замечательный танк и начинает огнеметом, пулеметом и пушкой, собственно, уничтожать вражескую пехоту. Самый дальний пехотный гранатомет стреляет на 750 метров, и если вражеская пехота уже связана боем, у нее нет возможности, соответственно, сократить дистанцию и из гранатомета уничтожить наш танк. Конкурсы мы не берем по причине того, что у них скрытность посредственная, то есть после запуска они сразу начнут светиться, и вражеские танки их без проблем уничтожит. Дальность 2625 у конкурса, в то время как дальность стрельбы 2275 у танковой пушки, и вот эту дистанцию там 300 метров танк достаточно быстро, даже во время медленного полета птура, он может ее сократить, произвести выстрел по БРДМ с этим конкурсом, таким образом ее уничтожить, и конкурс попадет в землю. В ранговых игр на картах не так много позиций, на которых конкурс может стоять и эффективно работать по вражеской бронетехнике. Как правило, все позиции там в пределах 2 километров. Бои происходят, точнее, на таких дистанциях из-за особенностей ландшафта. Поэтому, к сожалению, эти конкурсы с такой точностью, тем более 52%, они неэффективны. Им нужно повышать точность, им нужно повышать скорость полета птура, чтобы это ну, был какой-то смысл брать такого юнита в деку. Но разработчики на это тоже не идут и, судя по всему, не пойдут. Следующая вкладка разведывательная. Начинается она со спецназа ГРУ. Берем его в первую очередь ради вот этого радара наземного наблюдения, который им дает +1 уровень оптики. То есть они начинают дальше видеть и больше видеть. То есть если у юнита будет какой-то трейд, например, исключительно даже на скрытность, за счет этого наземного радара они смогут такого юнита увидеть, в отличие от, например, саперов. Собственно, следующая вкладка саперы. Берем их, а не обычную разведку из 4 человек, поскольку здесь танковая дивизия склабы пехотная вкладка, и надо ее усиливать. Проблемы возникают с вражескими какими-то десантными подразделениями, с вражескими частями специального назначения, то есть обычные мотострелки с ними не справляются. Одной карточки саперов ПРПО тоже для этого не хватает. И вот чтобы получить некий компромисс, то есть чтобы и юнит мог вам осуществлять разведывательную деятельность и в то же время при необходимости вступить в бой. У него есть вот эта вот черта ударные, у него есть штурмовой пакет, правда, на 150 метров, но при штурме каких-то зданий, либо наоборот при обороне из здания, этот юнит вполне себя хорошо показывает. Берем их также на БТРах ради скорости в 108 км в час, и КПВТ уверенно поражает даже уже после патча и вражеские вертолеты. Следующая вкладка, точнее карточка, это разведывательный Ми-2. Берем именно его, а не вертолет Ми-8МТ за 70 очков с исключительной оптикой, поскольку у нас в дивизии нету какой-то сильной дальнобойной артиллерии, поэтому некому подсвечивать нашему авиационному корректировщику цели. Берем более дешевый вариант за 45 очков с доступностью 6 машин, для того, чтобы на какие-то фланги его отправлять, чтобы нас не облетели, для того, чтобы вскрывать позиции вражеских войск, не рисковать там более дорогими машинами. Для моторизованной разведки у нас уже нет очков активации. Для того, чтобы брать БРМ-1, смысла в этом нету, поскольку он имеет точность 35%, ни в кого не попадет, и скорость 79 км в час, никуда не успеет. Переходим ко вкладке ПВО. На этой вкладке мы видим две карточки тунгусок с ветеранской вышкой. Если им отключить автоматическую пушку с радарным наведением, то вражеский противорадарный самолет не сможет их поразить. А вот она при должной удаче с точностью 52 ракетой с ручным управлением такой самолет поразить сможет. Берем две карточки. Также берем две карточки стрел. Опять же, особенность этой машины в том, что у нее нет радарного наведения. И в целом идея вкладки заключается в том, что вражеские игроки, когда они вкладывают очки в противорадарный самолет, а вы наверняка часто в своих сетевых играх сталкивались с тем, что вражеские игроки за синие дивизии очень часто любят использовать такие самолеты против красных дивизий. Таким образом, эти очки будут потрачены впустую, поскольку у нас просто нет этого радарного ПВО. УП мы не берем, потому что у него точность 45%. Ну, а сумму не берем, потому что нужно постоянно будет включать-выключать ПВО. И в целом это будет достаточно неудобно. Следующая вкладка вертолетная. На ней всего две карточки из замечательных вертолетов Ми-24В с иглой. То есть они нам нужны, чтобы уничтожать вражеские вертолеты.
К сожалению, здесь нету третьей машины, чтобы со старта через них разворачиваться и уверенно уничтожать, будь то вертолеты, будь то самолеты. В две машины самолеты сбиваются не так уверенно, как, соответственно, в три машины. И в целом истребители, соответственно, могут такие машины, такие вертолеты уронить. Поэтому прилетели на точку со старта, там подстрелили какие-то вражеские вертолеты с десантом, может быть, какие-то разведывательные вертолеты, и сразу с точки надо улетать, пока вражеский истребитель не вылетел на перехват. Следующая вкладка авиационная. Здесь мы видим две карточки Ми-23 МЛД за 175 очков. Ну, нужны нам эти карточки в первую очередь за счет своей дешевизны 175 очков и количества 4 машин в целом, чтобы завоевывать воздушное превосходство. Когда воздушное превосходство у нас завоевано, мы можем уже пытаться использовать Су-25 РКТ. Достаточно ситуативная машина. У нее, несмотря на то, что есть броня, и она вроде как позволяет пережить некие какие-то попадания, но машина очень медленная, всего лишь 556 километров час, и рэп у него всего лишь 5. То есть все, что в него будет стрелять, оно в него будет попадать. Броня ему позволит пережить одно-два попадания. Но в целом на неподавленные какие-то позиции, где есть вражеское ПВО, отпускать его призона нету. Нужно нам, чтобы что-то в ТВО отстрелить, чтобы каких-то вертолетов перехватить. То есть над своей территорией исключительно работаем. Ну и кластер, опять же, Су-24М. Ситуативный тоже юнит, когда видите какую-то компактную группу вражеской бронетехники, можем на них вылететь, но по сути это тоже будет вылет в один конец, поскольку у него всего лишь рэп в 20%, этого недостаточно, чтобы пережить полет над вражескими ПВО, они его, как правило, сбивают, но и кластера свои они тоже, в принципе, зачастую успевают сбросить, и если противник не успеет среагировать, можно 2-3 вражеские машины уничтожить. 31 миги мы не берем, поскольку у них точность всего лишь 42%, то есть это откровенная лотерея, попадет он, не попадет в самолет, как правило, не попадает. Все, что меньше 50%, попадает очень-очень редко. Жаль, хорошая машина, эффективная, уникальная, но вот разработчики на поводу у комьюнити пошли, которые страдали, говорили, что у красных очень сильный самолет, как же так, это так быть не должно. Ну и, в общем, вот его занерфили, 42% всего лишь он теперь имеет, и брать его резона нету. На противорадарный самолет мы не берем, потому что, играя против игроков достаточно высокого уровня, они будут контролировать включение и выключение своего радарного какого-то ПВО, и вряд ли вы что-то поразите. А очки, соответственно, на него 230 потратите. Хотя у него уникальный рэп, 50% попадают по нему достаточно редко, и в теории его, конечно, можно использовать, чтобы разряжать это вражескую ПВО в себя, чтобы в последующем нанести какой-то ракетный бомбовый удар, но тоже это все очень ситуативно. Су-24М мы не берем с бомбами и с напалмом, потому что, как уже говорил ранее, у них рэп всего лишь 20, этого недостаточно, чтобы пережить налет на вражеские позиции неподавленные. Ну, про штурмовики мы также уже говорили в отношении Су-25 РКТ. МиГ-23МЛ мы не берем, поскольку у него характеристики хуже, чем у МЛД. Таким образом, мы рассмотрели все вкладки. В целом дивизия достаточно играбельная, но преимуществ каких-то перед мотострелковыми своими аналогами за СССР они не имеют. То есть резон ее брать, чтобы, опять же, выполнять, может быть, какой-то челлендж, или вам просто нравится играть именно с упором на танке. Для этого дивизия подойдет замечательно. Ну и вот Буратино, он, конечно, всегда радует. Ради одного этого стоит поиграть за эту дивизию. На этом обзор закончен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.